Друзья, всем привет! Продолжаем постройку мини-домика 2,40 на 4 метра. В прошлой серии я остановился на том, что собрал каркас и смонтировал ветрозащитную мембрану, брусок вентзазора и обрешетку на крышу. В этой серии постараюсь дойти до стадии теплый контур и в конце подсчитать, во сколько все это обошлось. Так что начинаем. Сразу же монтирую плитную обшивку снаружи. На крыше это будет QuickDeck Professional 16 мм, а на стены QuickDeck Frame 12 мм. Пилю их сразу пачками, так как знаю, что размер боковых стен 2 метра 40 см. На одну стену надо 4 листа и кусочек. Обрезки в 60 см пойдут на лицевую часть. Решил попробовать новинку Frame by QuickDeck. Отличается он от обычного размерами. Плита 3-метровой длины и ширина у нее 60 или 120 см. Можно монтировать на кровлю, на стены, подходит для внутренней отделки. То есть одним листом можно перекрыть большую площадь. Плюсом имеем соединение шип-паз по длинным сторонам, влагостойкость и отсутствие линейного расширения. Как видите, работа идет очень просто и быстро. Особенно актуально то, что могу работать в одно лицо, не рвать спину. За пару часов осилил все глухие стены. Прибивал ешеными гвоздями длиной 50 мм. То же самое проделываю и с лицевой частью. Натягиваю ветрозащиту, монтирую бруски и плиты. Кстати, можете увидеть, что они немного намокли. Ноябрь был дождливый. После монтажа плиты немного постояли и следы от воды пропали. А с плитами ничего не случилось. Естественно, если кидать их в лужу, то они испортятся. В этом и отличие водостойкости и влагостойкости. Чувствуете разницу в словах? Вот эти плиты влагостойкие. Немного промокнув, они высохнут без последствий. Так вот, полдня поработав снаружи, перемещаясь вовнутрь. Задача стоит в первую очередь тщательно и с запасом пробить все соединения ершеными гвоздями, пока есть доступ. Всегда работал газовым монтажным пистолетом, но что-то он начал хандрить в холодное время, даже с зимним газом. Пару раз уже подвел меня, поэтому решил обзавестись надежным пневматическим. Шланг, конечно, неудобно, но зато быстро и безотказно. Также на этом этапе сразу монтирую проводку, она будет скрытого монтажа, поэтому сверлюсь через стойки и протягиваю там кабель. Кабель использую добротный, на розетке 2,5 квадратных мм, а на освещение 1,5. Так, ну что, друзья, готов каркас к утеплению, пробит гвоздями, сделана скрытая электропроводка, здесь она на минималках, соответственно, тут будет 3 парные розетки, даже 4 парные розетки, выключатель внутри освещения, снаружи будет снаружи, и, кстати, розетка еще будет на улице, двойная уличная. Здесь щиток на 4 модуля, скажем так, один будет двойной, выключает полностью все, фазу 0 обрывает. И 2 на 16 ампер и на 10 ампер, это на освещение и на розетки общие, они будут, все незамысловато. Утеплять буду вот таким утеплителем, посмотрим, как он в работе, он достаточно бюджетный. И начну вот с сотки и утеплять буду по стропилам, посмотрим, как будет держаться. Конечно, возле дома работать очень удобно, но иногда приходится отвлекаться на запросы от женской половины. Вот уже рассказывает, какую красивую круглую полку увидела в интернете и себе захотела. У тебя же, говорит, трубогиб есть? Сделай такую. Ну что ж, отвлечемся на минутку. Тем более трубогиб-то я далеко и не убираю. Взял пару 4-метровых труб 20 на 20 и спокойненько с помощью шуруповерта делаю 2 кольца. Такая труба прокатывается, ну, очень просто. У меня, как вы знаете, в работе трубогиб Гиббон. Тут цепная, скажем так, передача сразу на 2 вала. Так что шуруповерт работает вообще без нагрузки. Главное выставить шайбами необходимую ширину профиля на валах, чтобы его не уводило в сторону. И не забывать пометить, насколько необходимо затягивать центральный вал, чтобы получить одинаковые детали. Все проще некуда. Гиббоном пользуюсь чуть ли не каждый месяц. То дома что-то делаю, то под заказ уже просят что-либо изготовить. В общем, кольца несу в мастерскую, свариваю их, потом нарезаю 6 отрезков по 30 см, которыми я соединяю кольца между собой. Еще 4 отрезка для ножек. Также их привариваю. Далее крашу и прикручиваю доски. Все, полка готова. Делается просто и не требует особого инструмента. Болгарка, сварка, ну и трубогиб. Первые 2 инструмента почти у всех есть, ну а на трубогиб оставлю в описании ссылку. Его, считаю, тоже надо иметь в хозяйстве. Теперь этап утепления. Для удобства использовал минеральную вату толщиной 100 мм. Она тут достаточно бюджетная, но тем не менее спокойно держится в горизонтальном положении, между стропил. Процесс идет с молниеносной скоростью. Строить такой домик одному в свободное время – одно удовольствие.
И главное, сразу виден прогресс от проделанной работы, что очень приятно. Помещение хоть и небольшое, но его можно будет использовать для разных целей. Это и хозблок для хранения того же инструмента или негабаритного стройматериала. Пока у вас пустой участок, это может быть хорошим подспорьем. Либо можно использовать его как мини-домик для временного проживания, опять-таки пока строится основной дом. А потом можно такое помещение оставить как хозблок, детский домик или даже небольшую баньку из него сделать. Кстати, я уже подготовил чертеж этого домика, и можете зайти и скачать его у меня в Telegram или Max канале. При желании сможете сделать такой домик и себе, так что заходите, скачивайте и подписывайтесь, постоянно стараюсь что-то добавлять туда. Тем временем утепление идет полным ходом. Утепляю и сразу натягиваю пароизоляцию. Все, я думаю, уже понимают, как работает пирог утепления в каркаснике. Монтируем пароизоляцию изнутри для того, чтобы любая влага из помещения не попала в утеплитель, так как при намокании он перестает работать как утеплитель. А снаружи монтируем ветрозащитную мембрану, которая выпускает влагу на улицу, если вдруг она там как-то окажется, и проветрится через вентзазор. Но также она не пропустит влагу внутрь. И еще ветрозащита защищает утеплитель от выдувания. Мы же застегиваем ветровку на себе, когда ветрено. Вот и тут все так просто. Стыки пленок лучше проклеить специальным скотчем, особенно пароизоляцию. Далее на потолок набиваю обрешетку из бруска 25 на 50 с шагом 350 мм по осям. И вот для чего. Всю внутреннюю отделку буду выполнять все тем же квикдеком, только ламинированным. Я уже так делал, и на мой взгляд это более выгодный вариант в сравнении с той же вагонкой. Плита монтируется быстро, имеет шип-паз, опять-таки влагостойкие, и в один прием получаем готовую отделку. Ничего не нужно красить и потом еще перекрашивать. На потолке буду использовать так называемые инженерные плиты размерами 350 на 1180 мм, толщиной 12 мм. Они легкие и их как раз удобно монтировать на потолок. А вот на стены пойдут немного другие, интерьерные. Они потолще, 16 мм, и размеры 590 на 780. Шип-паз со всех сторон, поэтому могу монтировать их прямо по стойкам, без дополнительной обрешетки. Монтируется очень быстро, время уходит только на выравнивание первого ряда и на подрезку. Фиксировал плиты финишными гвоздями. Дополнительно пробивал 70-ми ершонными гвоздями в местах, где они перекроются. Одна стенка будет черная, а другие под дерево. Вроде выглядит неплохо. Правда, не хватило одной пачки на переднюю стенку. Заказал и жду. Пока утепляю пол и закатываю его в пароизоляцию. С полом предстоит отдельно поработать, будет некоторая особенность, о которой я расскажу уже в следующей серии. Также заказал окно и дверь. Я думаю, уже можно посчитать в итоге, во сколько обошлось строительство такого мини-домика. Учтем еще окно и дверь, то есть это будет состояние теплый контур. Я зачитаю с телефона суммы и немного поясню. На доску ушло примерно 26 тысяч рублей. Это доска естественной влажности, размеры 50 на 100 и доска дюймовка 25 на 100, которая используется в этом каркасе. Только такая доска. Далее у нас ветрозащита шла. Ветрозащита один рулон ушел, примерно 2000 рублей. Далее идет наружная плитная обшивка, это квикдек фрейм 12 мм толщиной. Его примерно ушло на всю площадь снаружи на 19 тысяч рублей. Потом идет внутри каркаса утеплитель, достаточно бюджетный, его ушло примерно на 13 тысяч рублей. Также идет пароизоляция один рулон 2000 рублей. На электрику ушло пару тысяч рублей. Ну и, наверное, самое дорогое в этом мини-домике – это внутренняя отделка. На стену ушло примерно 45 тысяч рублей, на потолок 10. Заказал окно за 8 тысяч и дверь за 12. Также не учел всякие расходники, типа гвозди, саморезы. Добавим еще пару тысяч рублей. Итоговая стоимость выходит 142 тысячи рублей. Как думаете, много это или мало, с учетом того, что нужно сделать наружку и доделать полы? И напишите в комментариях под этим видео свои мысли, сколько еще, как думаете, придется потратить на достройку этого мини-домика. Я имею в виду внешнюю отделку и полы. Если видео понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь тут. И не забывайте подписываться на канал Telegram, Max. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!